Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов под названием Chevrolet Collection, где я вам показываю одноименные автомобили, выходившие в бразильской журнальной серии, которая стартовала в 2015 году. И в эту серию входят довольно интересные и необычные автомобили, порой большая экзотика, но некоторые машины в точности копируют европейские и американские аналоги. Также попадаются машины, похожие на американский автопром, только у них сильно видоизменена передняя и задняя часть. И в свою коллекцию я купил несколько различных машин, которые мне больше приглянулись в плане дизайна, и уже вам показывал Chevrolet Vectra, которая копировала европейский Opel. И та машина была в белом цвете, сегодняшний автомобиль в очень красивом темно-бордовом цвете. Данная модель продавалась в одном европейском интернет-магазине, и продавали только масштабные копии без журнала, и этот экземпляр мне обошелся в 5 евро 95 центов. Это чуть больше, чем польские и румынские журнальные серии, но тем не менее цена вполне конкурентоспособна с учетом того, что обычно журнальную серию в Европе продают за 14-20 евро. И эти модели в Бразилии в переводе в нашу валюту продавали за 8-9 евро. А в Европе на эти масштабные копии цена сильно варьируется. Например, вы можете некоторые модели найти за 3,95, некоторые вам обойдутся в 15 евро, и некоторые машины продают за 20. И я думаю, просто магазин сам ставит цены в зависимости от популярности масштабной копии, потому что в Бразилии на абсолютно все выпуски была фиксированная цена. И если посмотреть на серию Chevrolet Collection, то у них много тех машин, которые больше нигде не дублировались. Хотя Opel Omega выпускался не только в рамках всевозможных журнальных серий, эту машину делала и Gamma в 43-м масштабе, очень старая модель, у нее открывались дверцы, и по уровню проработки она была похожа на советский Тантал. Также была модель у Mini Champs, только заряженная версия Omega Lotus, и такую модель также выпускал Spark из полимера. И, например, помимо седана также предлагалась версия Универсал. Эта машина тоже выходила в журнальной серии, как с шильдиком Chevrolet, так и с Opel. И была модель в коробочке White Box и в улучшенном исполнении в коробке XO Models. И также такая модель была во всевозможных гоночных вариантах исполнения. И Омега второго поколения предлагалась производителем Шуко. Если у вас будет интерес, я вам тоже покажу модель от более премиального бренда. И у меня в коллекции также есть Opel Omega первого поколения от Neoscale Models. И, на мой взгляд, это одна из лучших моделей, копирующих данный прототип. Я вам для сравнения приготовил несколько журнальных моделей, просто чтобы вы посмотрели, как машины отличаются друг от друга в плане дизайна, масштабные копии в плане проработки и какие у моделей есть особенности. И то, что мне понравилось у этой журнальной серии, то, что модель поставляется в довольно качественном дисплей-кейсе. И преимущественно журнальные модели просто пакуются в блистер, как, например, польское издание, ну и российская журнальная серия. И у этой модели блистер повторяет очертания автомобиля, и это не самый удачный дизайн упаковки, потому что бывают случаи, когда модель придавливается, и из-за того, что блистер не имеет воздушной прослойки, просто ломаются хрупкие пластиковые детали. И уже не раз сталкивался с такой проблемой, и как-то давно вам показывал французский автомобиль Симка, у которого были раздроблены задние колеса. И в этом плане такой жесткий дисплей-кейс спасает модель от повреждений. Ну и опять же вы можете использовать данный дисплей-кейс для хранения модели. И подложка тут черного цвета, написано то, что эта модель изготовлена в Китае, другая информация. На задней стороне упаковки также написано, что эти автомобили изготовлены по лицензии General Motors. И если посмотреть на различные боксы, которые в продаже в Европе, то коробочка такого типа будет стоить 5-6 евро. Так что эти масштабные копии можно порой брать ради упаковки.
И, к сожалению, данный Chevrolet Omega ко мне пришел со значительными повреждениями. И не ожидал, что получу такую дефектную модель, но не стал уже отправлять ее обратно, потому что пересылка будет стоить дороже, чем сама масштабная копия. И если брать замену, не факт, что вторая модель придет лучше. Поэтому оставлю уже ее в таком виде, просто как напоминание о том, какого качества бывают европейские журнальные модели. Ну, естественно, эти модели изначально были для Бразилии, но я ее купил в европейском магазине. Если посмотреть на очертания автомобиля, то в целом масштабная копия похожа на настоящий прототип. Единственное, отличаются колесные диски. На «Опелях» мне запомнились диски в виде паутинки. И также другие шильдики на капоте и на крышке багажника. Задние фонари у автомобиля из прозрачного пластика. Обозначены сектора, правда, не выделены другим цветом. И если присмотреться, то на крышке багажника с левой стороны виднеется очень некрасивое пятно клея. И вывести его без повреждения шильдика, я думаю, будет не совсем возможно. Поэтому придется оставить модель в таком виде. Установлены регистрационные номерные знаки, также значок Chevrolet, выхлопная труба из пластика, правда, просверленные отверстия. Это несомненный плюс. Зачастую на журнальных моделях труба выглядит не очень реалистично. И на декоративном молдинге черного цвета еще присутствует очень некрасивое пятнышко клея. Колесные диски более-менее нормальные, у них сквозные отверстия, покрышки тоже в целом попадают в 43-й масштаб, но, на мой взгляд, резина уже, чем должна быть на настоящем автомобиле. И если сравнить данные колеса, например, с советской классикой, то даже у обычных «Жигулей» покрышки будут намного шире, чем у этого громадного «Опеля». Оформление передней части тоже сделано вполне нормально. Фары с хорошим рефлектором. Также сделали подложку серого цвета. Отсутствуют пресловутые черные точки. Вполне хорошие противотуманки, но опять же очень много брака. Юбка черного цвета на моей модели окрашена очень неаккуратно. Есть просветы. Также неаккуратно установлен регистрационный номерной знак. Ну и общее восприятие портят другие дефекты на корпусе автомобиля. Это и пятнышко на правой двери, и черное пятно на задней стороне бампера. И также можно посмотреть, как здесь испорчено остекление. И такое ощущение, как будто модель стояла под открытым солнцем и просто через блистер оплавилось стекло. И также испорчено боковое остекление. Оно тоже немножко изменило свою форму. И подпорчено заднее стеклышко. И я попробую нагреть эти детали и аккуратно вернуть им первоначальный вид, но не факт, что что-то получится сделать. А так, если бы эта модель была без дефектов, это вполне хорошая, недорогая, масштабная копия. И давайте открутим автомобильчик от подставки, покажу, как у него детализирована нижняя часть. И, конечно, проработка днища у этих моделей не самая сильная сторона. И даже на многих российских масштабных копиях днище сделано куда более правдоподобно. Что-то похожее на переднюю балку, на карданный вал, хотя его разделяют крепежные отверстия. Также есть задний редуктор, отсутствует задний мост, что-то похожее на топливный бак и выхлопная труба. И выхлопная система здесь тоже сделана очень условно, только один глушитель, и она идет прямой линией. У настоящего автомобиля она тоже имеет некоторые искривления. И могу открутить днище и показать, как у этого автомобиля проработан салон. Все из черного пластика, окрашенного в массе, и опять же можно сделать доработку, но каждую модель дорабатывать не будешь. Это и время затраты, и финансовые затраты. И в итоге, возможно, лучше купить уже доработанную с завода масштабную копию в коробочке Exa Models. Правда, у них нету Chevrolet Omega, а только Opel.
Панель приборов завальцована при помощи двух заклепок. И остекление тоже здесь завальцовано. И если его выравнивать, я думаю, нужно высверлить деталь и демонтировать ее. И уже на поверхности ее пытаться выпрямить. Я покупал этот Chevrolet с таким условием, что из нее можно сделать Opel. Но, конечно, эта модель у меня теперь пойдет или как донор запчастей, или просто оставлю ее в таком виде. А так, конечно, ставить на полку с такими проблемами, я думаю, подобную модель нету особого смысла. И вот тоже, когда покупаешь модели через интернет-магазины, не знаешь, что тебе придет. Они не всегда смотрят, что кладут в упаковку. И бывали случаи, когда я заказывал одну модель, мне приходило что-то совершенно другое. Тогда приходилось отправлять масштабную копию обратно. Бывали случаи, когда делал заказ на несколько моделей и вообще чего-то не хватало. Но если магазин крупный, хороший, уважающий себя, то всегда они идут навстречу и находится какой-то компромисс. И давайте покажу вам другие масштабные копии, например, ГАЗ-3105 Волга. И эта машина примерно такая же по габаритным размерам, и, на мой взгляд, автомобили чем-то похожи. И, возможно, Волгу проектировали с оглядкой на Opel Omega. Правда, у нее чуть-чуть длиннее колесная база, и на эту масштабную копию я поставил колеса от ГАЗ-3110, потому что изначально у этой модели оригинальные покрышки оплавили оригинальные колесные диски. И машины примерно одинаковые в плане детализации. У Волги лучше сделана задняя светотехника, и этот вариант более качественный в плане покраски и сборки. А детализация днища тоже сделана по мотивам. И могу вам показать более удачные масштабные копии, например, ВАЗ-2105, но эта модель тоже имеет ряд недочетов. По большому счету, это семерка с прилепленными деталями от пятерки. Уже говорил, какие недочеты у конкретно данной масштабной копии, но, например, здесь прекрасные колесные диски, также вполне хорошие покрышки, лучше детализация нижней части, также окрашены задние фонари, правда, здесь они от семерки и просто покрашены, как должны быть на пятерке. Установлены регистрационные номерные знаки, вполне хороший читаемый шильдик на крышке багажника, и машина окрашена в привычный белый цвет. И последняя модель, которую я вам покажу, это Polonez. Тоже вполне хорошая масштабная копия. Она примерно как машина Chevrolet Omega, только здесь есть один момент, который мне очень нравится, это фаркоп. И немного моделей, у которых есть сцепное устройство, даже у многих моделей от Mini-Champs фаркоп отсутствовал. А здесь на журнальную модель его поставили, и при желании можно демонтировать этот элемент и поставить его на другую модель. Тоже вполне хорошие колесные диски, нормально сделана передняя часть, правда, опять же, фары плохо видно из-за того, что они сливаются с решеткой радиатора, и задние фонари на этом экземпляре полностью окрашены красным лаком. И, в принципе, автомобили из серии Chevrolet Collection хорошо уживаются с российским изданием, также со всевозможными европейскими сериями. Если вы увидите эти модели в продаже, то за 5 евро можно приобрести понравившуюся модель в коллекцию, а, на мой взгляд, дороже эти автомобильчики не стоят. И если рассматривать цену в 15-20 евро, то лучше уж взять более дорогостоящий аналог от XO Motors. Его обычно продают за 22-25, но у XO преимущественно лучше покраска и качество сборки, и эти модели имеют большую коллекционную ценность. И пишите ваши комментарии, что вы думаете о данном Chevrolet Omega. Понравилась ли вам модель? Хотите ли вы обзоры на другие автомобили из серии Chevrolet Collection? Не забывайте поддержать видеоролик лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже
тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.